Не просто продавец. «Девушка! Девушка!» — раздался визгливый голос от витрины с бриллиантами. Я послала покупательнице приветливую улыбку. «Все вижу, сейчас рассчитаюсь и подойду». Но дородная дама в мехах не успокаивалась. «Почему я должна кричать через весь магазин? Что за неуважение? Стоило бы пожаловаться вашему директору». «Зайка, не надо!» — успокаивающе прошептал за спиной крикливой дамы и ее невзрачный муж. С приклеенной намертво улыбкой я подошла к Зайке. «Только молчи», — сказала я себе, — «никаких разговоров». «Это настоящие бриллианты?» Я молча кивнула. Покупательница неприязненно буравила меня недобрым взглядом. «Знаю я вас. Вам бы только обмануть людей. Слышала, как вы тут подделки продаете. Но все-таки покажите мне вот это кольцо». Зайка скорчила брюзгливую мину, бесцеремонно ткнув толстым пальцем в витрину. «Посмотрим, что у вас тут за бриллианты. Это какая проба?» Делать нечего, придется отвечать. 750-я. Сколько раз зарекалась не разговаривать с такими, как она. Знаю ведь, если не сдержусь и начну общение, то дело закончится покупкой. Изящная тонкая работа совсем не смотрелась на пальцах-сардельках. Но дама в мехах сама поняла, что кольцо ей не подходит, и потребовала бриллиант покрупнее. «Будьте добры, покажите колечко с сердоликом», — прозвучало от витрины с полудрагоценными камнями. Зайка мгновенно ощетинилась. «Вы что, не видите, что продавец занят серьезными покупателями?» — взвизгнула она, окатив покупательницу ледяным презрением. «Ждите своей очереди». «Зайка, не надо!» — вновь подал голос муж, но, как и в предыдущий раз, жена на него не обратила внимания. Я вынула из ушей наушники. Мысли окружающих обрушились на меня лавиной. Недобрые, эгоистичные Зайкины и усталые, полные обреченности ее мужа. Ну что за неприятная тетка? Никого кроме себя не любит. Всех, кто попадается ей на пути, перемалывает в труху. Из доброго и покладистого мужа сделала настоящего подкаблучника. Устал он от нее, любовь, которая была когда-то давно ушла. И он бы ушел, да только силы воли не хватает. Я сняла очки. Теперь я видела их прошлое и будущее. Прошлое, как бусы, где события нанизаны на нить друг за другом, а будущее, как веер с разбегающимися в разные стороны лучами. Теперь я знала, что надо делать. Посмотрите вот на эти украшения, словно специально для вас сделаны. Зайка с сомнением взяла протянутые колечки, нацепила на разные пальцы и вытянула руку перед собой. Покрутила ладошкой, любуясь на сверкающие алмазы. «Пожалуй, мне нравится». «Ну еще бы», — хотелось сказать мне. «Я же необычный продавец. Когда я снимаю очки, то вижу покупателя насквозь». Зайка наконец определилась. «Возьму вот это». Небрежно бросила мужу через плечо. «Расплатись». Что ж, она сама выбрала свое будущее. В обоих кольцах бриллианты имели небольшой дефект. Нет-нет, внешне камни выглядели превосходно. Ни один ювелир не усомнился бы в их качестве. Но ювелиры могут заметить лишь посторонние примеси или трещину, а этот изъян невидим простому человеку. Минералы ведь как люди, внешне могут быть абсолютно нормальными. 2 руки, 2 ноги, а характер окажется вредным, с червоточиной. Прямо как у Зайки. И теперь, когда она наденет кольцо, бриллиант тоже начнет вредничать. Через полгода муж наберется смелости и уйдет от нее. А выбрала бы другое кольцо, получила бы язву желудка. Бриллианты очень сильные камни. В них, подобно сжатой пружине, сконцентрированы огромные энергии. Они способны на многое. Хорошим людям они принесут много добра, а плохим вернут тот негатив, что те привносят в окружающий мир.
За этот день мне еще несколько раз пришлось снимать очки и выдергивать из ушей наушники. Сначала я продала симпатичное колечко с гранатом в обрамлении кристалликов хрусталя мнительной и закомплексованной студентке. Теперь она спокойно сдаст сессию. Гранат устранит неуверенность, а горный хрусталь наведет порядок в мыслях и улучшит память. Ну и приятный бонус, о котором девушка пока не подозревает. Больше она не будет сомневаться в собственной привлекательности. Потом пришлось повозиться с мужчиной средних лет, который выбирал часы. Да, в нашем ювелирном салоне есть и часы, качественные и престижные. Однако часы способны лишь замедлять или ускорять время. Хорошие согласно желаниям хозяина, плохие наоборот, когда нужно, чтобы время шло быстрее, затормозят его. Но часы не талисман, они не умеют влиять на события и ничем не могут помочь своему владельцу. А мужчина нуждался в помощи, и это я сразу поняла, как только сняла очки. Его подводили деловые партнеры, предавали компаньоны, обходили конкуренты. Вот я и уговорила его купить маленького нефритового дракона, поставить на стол в своем кабинете, и дела сразу пойдут лучше. Дракончик укажет на предателей и нечестных партнеров, потемнеет в их присутствии. Часы он, кстати, тоже купил. Хорошие, конечно же. Потом, перед самым закрытием, зашла немолодая усталая женщина. Потертое пальто было модным несколько лет назад, волосы кое-как собраны в пучок, в уголках губ пролегли морщины, взгляд потух. Она прохаживалась около витрин с дешевыми серебряными украшениями, не решаясь попросить что-нибудь показать. С ней случилась какая-то беда, я была в этом уверена. «Вам что-нибудь предложить? Не могу спокойно стоять за прилавком, когда кому-то действительно нужна помощь». «Даже не знаю», — растерянно улыбнулась покупательница. Улыбка получалась вымученной, жалкой. «Вы, наверное, уже закрываетесь». «Все в порядке», — успокоила я ее и вынула из ушей наушники. Ой, я с жалостью взглянула на женщину. Теперь пришла очередь снимать очки. Да, я не ошиблась. Болезнь дочери стала для нее настоящим горем. Сейчас девушка сражается с недугом, но насколько хватит сил? Вот хотела дочку порадовать перед операцией. Тяжело вздохнула женщина. «Я знаю», — чуть не выпалила я. «Впереди тяжелая операция, а затем долгое и трудное восстановление. Тут у кого угодно руки опустятся, а девушке нужно быть сильной». «Подождите, у меня есть кое-что особенное», — сказала я и ушла в подсобку. «Там у меня припасено кое-что для таких случаев». Вернулась я с колечком, работой прекрасного мастера, в которую он вложил душу. Такое не купишь в обычном ювелирном салоне. А камешек особенный, очень редкий, большинству незнакомый, у него даже современного названия нет. Ну и жутко дорогой, конечно. Заболевание он не вылечит, для этого есть врачи. Но поддержит, не даст упасть духом. Больному человеку поддержка ой как нужна. «Какое красивое!» — восхитилась покупательница, осторожно вынимая кольцо из коробочки. И камень ответил ей, засверкал, заиграл бликами, почувствовал, что может оказаться полезным. «Только, наверное, очень дорогое», — она с сожалением вернула кольцо. «Вовсе нет. Я назвала самую маленькую сумму, даже меньше, чем те серебряные украшения, которыми она интересовалась вначале. Надеюсь, у девушки все будет хорошо». Я уже закрывала магазин, когда дверь распахнулась, и в зал влетел запыхавшийся молодой человек. «Подождите, вопрос жизни и смерти!» Не тратя времени, я сразу избавилась от очков и наушников. Да, тут без моей помощи не обойтись. Потерять кольцо, когда собираешься сделать предложение своей девушке, это не шутка. К таким знакам судьбы стоит прислушаться. И если не сдать назад, то хотя бы взять тайм-аут, а он сразу в ювелирный. Парень на пальцах попытался мне объяснить, как выглядело потерянное колечко. «У вас есть такое?»
И смотрит с надеждой. Качаю головой. Вряд ли. Делаю вид, что ищу кольцо, хотя вот оно, лежит во втором ряду, белое золото с цирконами. Не самый удачный подарок будущей невесте, особенно если она с авторитарными задатками. Посмотрите эти. Достаю пару украшений наугад и протягиваю покупателю. А зеркало стоит у меня в уголке на витрине, чтобы колье и бусы на себе можно было посмотреть. Поворачиваю так, чтобы на глаза ему попалось. Ага, есть контакт. Зацепился взглядом, замер, аж челюсть отвисла. Ну да, оно и понятно. В зеркале сейчас фильм разворачивается. Вся его будущая семейная жизнь. Застыл на месте, крутит колечко в руках. Головой трясет, наверное, думает, что показалось. Придется помогать. Вы в ресторан торопитесь? Вот и идите, ужинайте спокойно, говорю участливо. А предложение сделайте в следующий раз. Разве можно такой серьезный шаг делать наспех? Да, наверное, вы правы. Ушел. Уф, теперь-то я могу закрыть магазин? Странная у меня сегодня получилась торговля. Ну да, ведь и я не просто продавец.